Всем вам вселенский привет! Я сейчас сделаю для вас расклад на картах Ленорман, Таро и Сибила. Это такая таинственная колода, она имеет в себе 3 колоды сразу. Что у нас на дне колоды было? А ну-ка, король чаш. Это или новый знакомый, или это тот человек, который вас обожает, или это вы довольны своей жизнью. Но это только дно колоды. Кстати, на что предсказатель посмотрел, то и нужно видеть. Я иногда вижу дно колоды, иногда не замечаю. Так вот, сейчас, если вы пожелаете, вы можете абсолютно магически поменять свою жизнь кардинально к лучшему. Как это сделать, я вам скажу. Визуализируйте вместе со мной. Вот попробуйте. Просто расслабьтесь, опустите плечи, представьте себе, что вы едете в поезде. И это поезд жизни. Знаете, иногда поезд, иногда самолет, иногда озеро на лодке, иногда лес таинственный, иногда уют вашего дома, иногда работа, но это все вот ваша дорожка жизни. Но сейчас вы едете в поезде, и у вас в поезде, в купе вы едете, есть 3 попутчика. Сейчас один за другим будут заходить попутчики, а это живые карты Таро, это живые ангелы. Помните, как пришли ангелы к древним людям, приходили? Это было так таинственно. Они вначале попросили еду, как странники, а потом через еду открылось что-то ангелы. Кстати, вот про Христа то же самое. То, что про Христа, то и раньше было. То есть все то же самое, все то же самое. Сейчас эти ангелы вам расскажут ваше будущее и будут попутчиками. 3 попутчика. Первый попутчик стучится, как Христос стучится, он сам не заходит, он просит, чтобы вы впустили в купе, а вы открыли дверь, говорите, заходи, будем с тобой разговаривать, а может ты мне что-то важное обо мне расскажешь, а может ты мне поможешь. Второй попутчик стучится, и 3. И вы приглашаете их, говорите, ну, время мы коротаем, мы же с вами едем куда-то, а вы едете куда? Вначале скажите, что вы едете к своему будущему счастью, это важно. Когда они у вас спрашивают, куда ты едешь? К лучшим финансам, к лучшему здоровью, к лучшим отношениям в семье, к благоустроенной, счастливой, роскошной жизни. Вот куда вы едете. Хорошо, говорят попутчики, мы с вами пока едем, будем разговаривать, чтобы вам в правильное место приехать. Ну, вот я так визуализировала. Я надеюсь, эта визуализация состоялась. Все зависит тоже от вашей веры и желания, правда? Мы как бы играем в жизнь, но в жизнь нужно играть. Потому что заметила такой же цвет красивый, да, зеленый, который видно из окна вашего купе. Немножко подправила фокус, я надеюсь, вам видно. Эта карта, это первый попутчик, который говорит, смотри, иногда кажется, что жизнь – это развилка. То есть мы не знаем, куда в сторону идти. Когда вы идете по лесу, видите развилку, вы в замешательстве. А вдруг я заблужусь? Я не знаю, куда идти, вправо, влево, прямо. Иногда то, что кажется развилкой, на самом деле является открытием дорог. Дорогам на счастье, на финансы, на успех, на профессиональный успех, на лучшее здоровье. Это очень актуально сейчас. И на самом деле то, что кажется развилкой, то, что может вас пугать, этот попутчик говорит вам, это открытие дорог. Это расширение вашего космоса. Кстати, ведь космос расширяется до сих пор. Точно так же и нам нужно видеть расширение пути. Некоторые люди видят в развилке закрытие дорог, как бы перекрыли негативные силы. Это бывает, если соседняя карта плохая, да? Потому что карта каждая, она только работает с соседними. Так вот, если вы чувствуете, что вам кто-то перекрыл дороги, какие-то плохие люди специально скрыли от вас какую-то информацию, хотят вас запутать, сейчас такое время тяжелое. Столько информации, кому верить? Страшно что-то происходит, люди тушуются, люди в замешательстве. Иногда кажется, что вам дорогу перекрыли. Но знайте, что Творец и высшие силы вас обожают и хотят открыть для вас дороги. Вот этот попутчик вам говорит, если тебе кажется, что ты не знаешь, куда идти, или какое-то негативное влияние, или вот плечи опускаются, потому что, ну, как бы не верили во что, ни во что, люди обманывали, делали, ну, воровали у вас то, что вам принадлежит, да, если вы в продажах взяли у вас что-то, еще и блэкмейлинг, еще заставляют вас вымогательством заниматься. В общем, вернее, занимаются вымогательством, да, по отношению к вам. Это может быть, если вы в сервис, в услугах или в продажах. Это просто плюют в лицо за ваше добро.
Знайте, что это в прошлом. Открываются дороги на счастье. Почему? Потому что эта карта компонуется с 8 жезлов. Может, вы не знаете, что 8 – это закон бесконечности, наверное, знаете. Потому что 8 алхимически – это 2 квадрата, как в карте звезда в старших арканах. 2 квадрата, которые постоянно движутся. 8 – это 2 квадрата. Это символ двойной стабильности, которая приходит через движение. Вообще символ жизни – это находиться в движении и в то же время стабильным быть. Потому что если мы не находимся в движении, мы не живем, а всем нам хочется стабильности. Если мы подумаем, что за одни сутки Земля пролетает по космосу миллионы километров, подумайте, миллионы километров за одни сутки. По-моему, там в секунду, я по милям знаю, 60, что ли, тысяч миль. В 1 секунду Земля летит. Это абсурд в нашем понимании, да? То есть это нам символ того, что нужно идти в ногу со временем. Ваша жизнь дала новый изгиб, счастливый. Вам открылись дороги. Не смотрите назад. Идите в ногу со временем. Потому что жезлы – это обновление вашей жизни. Жезлы – это хорошее здоровье, это успех в делах, это новая сила. Энергия к вам возвращается, та, которая была украдена, то, о чем я говорила. И это будет бесконечно случаться. Отныне и навсегда бесконечное обновление энергии, бесконечные возможности дает природа. И этот ангел будет с вами, чтобы вам просто их увидеть. Иногда мы не видим, потому что глаза замылены вот этим влиянием, да, желанием нас поработить. Так, это был первый попутчик. Второй попутчик тоже просит слова. Он говорит, ну, вы так слушаете друг друга, да, ведь это разговор в поезде так классно, поезд жизни. Второй попутчик тоже начинает что-то рассказывать. А это карта возрождения. Ну, понимаете, когда Райдер Уэйт сделал, Артур Уэйт, Райдер – это публицист, кто публиковал первые карты, а Уэйт – это же эзотерик. Ну, понимаете, в то время, это начало 20 века, люди понимали Библию, потому что все знали Библию очень хорошо, и поэтому он привел библейские сюжеты для понимания. Но теперь другое время, мы по-другому все понимаем, поэтому и Таро самое лучшее, что символ, язык меняется, а символ тот же. Оно вечное. По-старинному это называлось страшный суд, да? Ну, как слово страшный суд, да? Если человек себя чувствует праведным, он спасется. Если он чувствует себя грешником, он не спасется. А ведь это все ощущения. Мы можем себя чувствовать грешниками, когда мы ничего плохого не сделали. Когда нам навязали чувство греха. Ну, в детстве навязывается, там, в разных инстанциях, в разных структурах навязывается. Понимаете, карта суд говорит, а вы услышьте эту трубу Архангела Михаила. А что Архангел Михаил делает? Он очищает карму. Карма – это не ваши долги, это долги родовые. В темные времена все делали ошибки, даже самые святые. Поэтому ваши предки, может быть, сделали какие-то ошибки. Мне жарко, я покраснела вся. Я в очень теплой кофте, а время, такая погода, то холодно, то жарко. В общем, извините, если что. Да, кстати, вернусь. Страшный суд – это внутренний суд, когда мы смотрим на себя в зеркало глазами людей, которые нас не любят, и судим себя. Так, нос, ну что с носом не то, что с бедрами не то, и так далее. Не судите себя никогда, смотрите на себя глазами ангелов, которые вас обожают. И Архангел Михаил для вас сейчас очищает вашу карму. Это карта очищения кармы. Нет на вас этой тяжелой кармы, нет родового греха. Вы свободны, вы можете воспрянуть к жизни. То есть вот эти две карты – это новый этап вашей жизни, нужно воспрянуть. Правильное слово «воспрянуть»? Вроде да. К жизни. И знать, что жизнь вам теперь будет дарить подарки, потому что вы в свете, вы в свете ангельском. Что такое ангел Михаил? Ангел Михаил – это та сила Творца, которая дает крепкое здоровье, выздоровление, очищение кармы, освобождение от чувства, что все плохо, да? Показывает, что хорошо. Понимаете, не нужно концентрироваться на том, что плохо, говорит карта Judgment, или же суд, или же возрождение по-правильному. Она говорит, концентрируйся на том, что получается. Нам внушили, концентрируйся на том, что не выходит, исправляй ошибки. А попробуй концентрироваться на том, к чему есть талант, и ты увидишь, каких результатов ты достигнешь.
В общем, такая вещь. Третий попутчик говорит, и я хочу слово сказать, но еще такая вещь есть, что я хочу делать очень компактное, короткое видео. Карты будут с вами тоже разговаривать потом еще. Вначале поймет подсознание, потом вот этот разговор с собой, он будет конструктивный. Вы увидите. Эти попутчики, они будут оставаться с вами так долго, насколько вы им позволите, насколько вы решите это, насколько вы захотите с ними быть. Третий попутчик. Ой, ну это девятка чаш. Эта карта называется по-английски wish card. Card – это карта, а wish – это желание исполненное, wish – желание. Загадывайте желание, потому что девятка чаш – это просто, когда вы довольны, когда все, что вы хотите, уже случилось. Понимаете, я могла бы сейчас петь бесконечный дифирамбы этой карте. Это когда вы с жизнью взаимодействуете, ведь девятка чаш, wish card, исполнение желаний, компонуется здесь с цыганским оракулом Сибила. Это итальянские карты. И здесь вы видите, что изображена сценка, и я вам сейчас ее пишу. Люди взаимодействуют, они празднуют что-то. Празднуйте жизнь! Это большое счастье быть в жизни. Празднуйте это. Взаимодействуйте с жизнью, взаимодействуйте с людьми. И вы увидите, что люди захотят взаимодействовать с вами. А это значит много прекрасной информации. Это значит, что у вас будут деньги. Значит, вам будет интересно жить, потому что жизнь – это взаимодействие. В общем, девятка чаш исполнит ваше желание. Можно поставить на паузу, загадать желание, и да будет так. Аминь. И каждая карта – это, конечно, ну такие толстые книги, толще, чем «Война и мир». Но я иногда вам очень подробно, долго-долго, полчаса читаю, и могу целый день читать. Но сейчас хочу сделать компактное видео. Потому что эти попутчики, они вам расскажут больше, чем любые мои слова могут. Так что, девочки и мальчики, что это означает? Успех. И знаете, потому что общий расклад, я говорю немножко иносказательно, вы подставляете свои ситуации, и я вам скажу, в той сфере, которую вы загадаете, какая это сфера? Загадайте свою сферу. А я вам скажу, что в той сфере, которую вы загадали, ответ «да». Будет успех. Продадите удачно, купите удачно, познакомитесь удачно, помиритесь прекрасно. Крепкое здоровье, счастливая жизнь, благоустроенная квартира. Ну вот что там, выигрыш, переезд, выигрыш в суде, что пожелаете? Вот это только так, ответ «да». Во-первых, архангел Михаил позаботится, чтобы сбылось, а во-вторых, вообще высшая сила на вашей стороне, потому что девятка чаш – это исполнение желаний. Прекрасный расклад. И это ваши попутчики. Вы можете оставаться в этом поезде сколько вам угодно. Вы можете возвращаться в это купе и получать новую мудрость, и получать новое отдохновение, новые положительные вибрации, эмоции, высокие вибрации любви. Вот что вы можете получать каждый раз, когда пожелаете. Кстати, каждый раз, когда будете пересматривать это видео, все новое будете слышать. Это закон предсказаний, закон магии. Мы слышим то, что нам нужно в данный момент. И нужно не просто, чтобы, знаете, скажут, нужно, чтобы поругать, вот это из детства. Нет, чтобы помочь вам, чтобы вас поддержать. Вот что высшие силы могут дать. А я, в свою очередь, скажу, что вас обожаю, и вы для меня друзья. Знаете, как я доказываю свою дружбу? Делаю для вас расклады. Вы тоже можете доказать вашу дружбу на деле. Это сделать очень просто. Нажать «Подписаться на канал». Просто нажать, там написано «Subscribe» или же «Подпишись». Это ничего не стоит, никаких денег, потому что дружбу за деньги не купишь. И у нас с вами дружба настоящая. Спасибо за подписку, это для вас хорошо. Вы себя будете чувствовать принадлежать к этому прекрасному клубу единомышленников. А также ставьте лайк, потому что лайк – это оценка моей работы. Вообще-то интересно оценить что-то. Вы на жюри тех, кто оценивает. Так что прекрасно, ставьте лайк. Я буду счастлива получить от вас оценку моей работы. Я знаю точно, что мы с вами очень скоро и обязательно увидимся. Можно смотреть мои предыдущие видео. Они всегда актуальны в момент вашего просмотра. Ну и будущие, конечно, будут незамедлительно. Обнимаю вас, люблю и до новых встреч.